Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Lost Solo, на котором я рассказываю о моем опыте использования портативных и не очень, хай-энд и не очень аудиогаджетов. Компания TRN последний год радует нас переменным успехом и интересными моделями наушников. Ну как радует? По сути, по-настоящих хороших было две модели – VX и T300. Условно удачная была BA8, то есть удачной, но дороговатой для своего класса. А остальные новинки оказались довольно-таки специфичными экспериментами. Но если подумать, удачных моделей хватило бы другой компании, чтобы плотно утвердиться в мире Hi-Fi. А вот TRN так и застряли в рамках AliExpress и совсем не продвигают свои модели на мировых рынках. Хотя, имея успех в Азии, об остальном мире можно и не думать с точки зрения бизнеса. Ну, как есть, так и есть. Я к тому, что BA15 ждал с нетерпением. Но и с большими опасениями. Это уже не бюджетные наушники, это модели среднего сегмента с большим количеством сильных и популярных конкурентов. Плюс, сами понимаете, 15 арматур в каждом ухе — это не ежик чихнул, это серьезная заявка. Но все же после совсем слабой 10-драйверной модели от KZ я сильно опасался, что поместить и согласовать 15 драйверов вместе в одном корпусе вряд ли получится. К счастью, все получилось, но по порядку. Поставляются TRN BA15 в большой коробке с отличным набором аксессуаров. Очень хороший кабель, отличный твердый кейс, просто россыпь амбушюр, переходник джек на 6 мм, переходник для подключения в самолете, не знаю зачем, но пусть будет. В кои-то веки никаких претензий к комплектации. Еще одно опасение – дизайн. После странных корпусов BA8 совсем не хотелось получить штамповку из фольги, и мои мысли услышали. Корпус солидный, увесистый, совсем не крупный, он полностью помещается в ушах, почти не выпирает, удобный и красивый. Подчеркну, в моих ушах посадка у BA15 просто идеальная. Даже цвет, который на рендерах выглядел ляповатым, в жизни смотрится вполне привлекательно. Внутри в них целых 7 высокочастотных арматур 30095, 4 арматуры 50060 и 3 60040 для среднего диапазона, и басовый вуфер 22955, который работает от 10 Гц. Такая пачка драйверов просто обязана обеспечивать массивный и богатый звук, что и удалось добиться разработчикам. BA15 выдают настоящую стену звука в любом музыкальном жанре. Детальность звука просто невероятная, разрешение какое-то запредельное. Это хорошо, конечно, но как же слышно все косяки записи, просто не передать. Все шумы, все, что пропустил продюсер, слышно все, никакой маскировки, никакой сглаженности. Есть шорох в записи, есть шорох в ушах. Зато на хорошей записи получаешь истинное наслаждение, когда можно выслушать каждую ноту, и эта нота будет четкой и жесткой. Да, о музыкальности и мягкости говорить не приходится, но чего было ждать от многоарматурной модели. Бас четкий, хлесткий как кнут, мощный и глубокий, уходящий в саббас без напряжения. Поначалу я установил на наушники амбушюры, которые акцентируют бас. И после этого баса оказалось даже слишком много, пришлось убирать эти амбушюры. Средние частоты очень четкие, очень детальные. Вокал и та же виолончель звучат ярко, тоже жестко, но удивительно чисто. Опять же, если певец где-то не справляется, это сразу слышно. Высокие частоты тоже хороши при таком-то количестве драйверов, но... Учитывая, что это арматурные многодрайверные наушники, я ожидал и хотел более резкие высокие, более протяженные, более звонкие. А они довольно сдержанные. Четкие, резкие, чистые, но сдержанные. Тогда я решил поменять амбушюры на те, что акцентируют вверх. И вот тут все стало на свои места. Высокие раскрылись, и я получил свое тембральное наслаждение, как некоторые говорят. Пройдемся по примерам. Свежий альбом Стивена Вилсона The Future Bites ожидаемо записан отлично, и слушать его в BA15 истинное удовольствие. Да, это просто океан звуков, мощный прилив. Звук заполняет все пространство, бас глубок, вокал вибрирует и сияет, а верхние частоты сухие и четкие. Конечно же, звучание арматурное, сухое, серебряное, но какая детальность, она завораживает. To Cellos, альбом Let There Be Cello, такая музыка этим наушникам в самый раз. Виолончель звучит ярко, красиво, даже немножко зло, хотя и по-медицински стерильно. Но кто ждал эмоций от арматурного звука? Да, я знаю, это возможно, но не тот случай. На самом деле, при всей красоте и массивности подачи,
Временами прослушивание больше похоже на препарирование, чем на наслаждение музыкой. Espen Erickson Trio и альбом What Took You So Long. В этом случае стену звука строить как бы и не из чего, но такое ощущение, что она все же есть. Будто бы каждый звук привязали к отдельному арматурному излучателю, и получилась очень красивая мозаика. Это, конечно, иллюзия, но очень интересная. Маленький сингл «Виолетта» от коллаборации Дилана Ситса с другими музыкантами. Чистая электронная музыка. Бас просто расталкивает нейроны в мозгу и подбрасывает черепную коробку. Он ничуть не гулкий, он бьет и отскакивает, мощно и резко. Необычная подача, а то, что необычно, то лично мне интересно. Ну и еще один вариант электронной музыки с элементами джаза – Пролитер и альбом «Руки». От деятельности звучания и пронзительности вокала по спине тянет холодом. Я не скажу, что это какая-то точная или музыкальная подача, сухость и стерильность на месте, но все-таки ярко, отчетливо, как будто высветили прожектором портовый склад. Отдельно хочу обратить внимание, что BA-15 отлично справились с тяжелой музыкой. Именно их сверхдетальность и способность выдавать мощный поток звука, не сваливаясь в кашу, позволяют получить все, что тяжелый рок может предложить. Но стоит иметь в виду, любую проблему, любой недостаток, любой шум они выложат на тарелочку и залепят ею слушателю в лицо. По моему рассказу очевидно, что наушники мне понравились, прямо зацепили. Отличный бас, отличная середина, единственное, чего лично мне не хватило, это протяженности высоких частот. Для полной гармонии с остальной звуковой палитрой, с таким упругим панчем, резкой атакой, ярким вокалом, мне хотелось бы получить более яркие и, главное, более протяженные высокие. Да, я слышал не раз, что высокие частоты кому-то что-то пилят, но я не понимаю, что это означает. Если бы они были ярче, воздушнее, прозрачнее, это очень бы украсило звук BA-15 в целом, на мой вкус. Сторонние амбушюры этот вопрос, конечно же, решили, но все же. И это единственное, к чему я нашел придраться. Но не стоит забывать, что звук в любом случае арматурный. Он сухой, педантичный, резкий, четкий, агрессивный местами. Наушники очень требовательны к качеству записи и, пожалуй, к источнику. Слушать на них MP3 с низким битрейтом просто невыносимо. Слушать аналоговый тракт довольно тяжело, все шумы подаются не менее отчетливо, чем музыка. Ну и еще одна мысль, которая никак меня не покидает при прослушивании BA-15. Я не могу отделаться от чувства, что инженеры просто угадали, они сознательно выстроили такой удачный тюнинг. Как с VX, сделали и сами удивились результату. Не знаю как, но я это чувствую, и это немного раздражает. Напомню, что это всего лишь мои впечатления. Не ищите тут объективности и не принимайте это все как руководство к действию. Ваше впечатление может быть абсолютно иным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не болейте и слушайте хорошую музыку. Плейлист, как всегда, в описании. Теперь не только на сервисе Tidal, но и на Spotify. На этом все. Пока.